Всем привет! Я не ожидала, что вызовет отклик мой рассказ про мой тяжелый менструальный цикл. Я очень рада, если кому-то помогла своим видео, но поступило несколько вопросов, наверное, логичных после моего рассказа, как я рожала ребенка, потому что я там упомянула, что я уже родила дочь 3 года назад с таким тяжелым циклом, ведь могло быть кровотечение. И, в принципе, логичные вопросы решила записать небольшое видео на эту тему. Все дело в том, что, зная, что я человек, склонный к кровотечениям, я просто заранее, когда была еще беременная, пошла к врачу, и мы это обсудили. Я думаю, что это можно сделать в любой стране, я это делала в Шотландии, и я просто врачу сказала, что вот у меня такой цикл, я боюсь кровотечения, я очень переживаю за то, как будут проходить роды, что можно сделать. То есть я сама поинтересовалась, что вам и советую, и я сделала очень такую... Я считаю, процедуру, которую вообще надо всем делать, но когда я разговариваю с подругами, которые рожали, они говорят, что им такое не делали, они не слышали даже, что такое есть. Очень странно, это всего лишь напросто укол, который делается в бедро после родов, который предотвращает такое явление, как большую потерю крови и кровотечение. То есть это практически невозможно с этим уколом. Это как подстраховка. Вы его делаете, и кровотечения уже у вас не будет. Это не тот укол, который делают во время кровотечения. Это укол, который не дает этому состоянию в принципе случиться. Вот такие вот дела, все очень просто. Вообще, если интересно, сначала могу рассказать такое коротенькое видео, как я считаю, связан, не связан мой менструальный цикл с родами. Вообще, роды у меня были очень такие необычные, я считаю. Началось с того, что у меня отошли воды в 5 утра, и я, конечно, поехала в больницу в 11 утра, у меня уже начались схватки в тот же день, и весь процесс отхождения вод и до момента самих родов у меня занял целых 42 часа. Да, я сейчас думаю, возможно, мой цикл обильный повлиял. Может быть, у людей, у кого такой цикл, они дольше рожают, но это очень долго. Я понимаю, что я первый раз рожала, но все равно это какое-то нереальное количество времени. 36 часов у меня было мучительных схваток. То, что я испытывала во время схваток, это... не описать никакими словами, потому что я умирала, и назад я возрождалась, спускалась в ад и возвращалась обратно. Я даже не знаю, как это описать, но мне было больно настолько, что я думала, что вот-вот умру. И я не понимаю, почему сейчас всем не делают обезболивающие, всем подряд. Ну, если только они сами не против. Мне нельзя было делать ни эпидуральную, ни спиральную анестезию, потому что у меня аллергия на лидокаин. А лидокаин входит и в спинальную анестезию, и в эпидуральную анестезию. То есть мне эти виды анестезии были противопоказаны. Мне, конечно, кололи морфин, но родовая боль настолько сильная, что он абсолютно никак не действовал, даже на немножко. И я очень-очень сильно мучилась. Я никак не могла родить ребенка, раскрытие шло очень-очень медленно. Стимуляцию в Шотландии мне не делали, здесь это не очень сильно приветствуется. И считалось, что я молодая, здоровая, в принципе, должна родить сама. Я вот так вот мучилась, и потом уже в определенный момент, когда я не смогла мучиться, я пошла и попросила, чтобы мне сделали кесарево сечение. Естественно, я думаю, что никто мне его не делал и не собирался, то врач долго шел, то еще что-нибудь, то мне говорили, ну давай еще немножко подождем, у тебя нет показаний, в общем, делали все, чтобы я больше это кесарево не просила. И по итогу... Напомню, у меня были 36 часов схватки, я не кушала, у меня было обезвоживание, я не пила воду, я не могла делать абсолютно ничего, я не могла даже толком до туалета дойти, я не могла ходить, я не могла лежать, мне было больно стоять, больно сидеть, я только стонала, плакала и просто постоянно говорила, что я умираю, я еще и не спала. Врачи молодец здесь, молодцы, мне очень сильно помогали, приносили мне и сок там попить, чтобы как-то глюкоза поступила в организм, меня поддерживали, я безумно за это благодарна. Но по итогу я просила хоть что-то, чтобы мне вкололи, и мне кололи очень, уже потом, когда я намучилась неизвестно сколько, за несколько часов до родов, очень серьезное лекарство, которое приводит к остановке дыхания. Это настолько сильное обезболивающее, в прямом смысле, ты просто можешь перестать дышать. Собралось очень много так по кругу врачей, которые, наверное, собирались в случае чего оказывать какие-то реанимационные мне действия, если я все-таки перестану дышать, и мне ввели это вещество. Я не знаю, что это, но я думаю, что это что-то такое, ну, очень серьезное. Возможно, эпидуралка все равно была сильнее. Принцип был таков, что я крутила шарик, и мне по вене поступало
лекарство, которое давало мне обезболивающее. Если я не успевала этот шарик покрутить, я продолжала чувствовать схватки. С переменным успехом то успевала, то не успевала, потому что надо было подлавливать момент и успевать влить в себя лекарство до начала схватки. Такая интересная ситуация. Я мучилась и, в общем, ждала этих родов. По итогу, наконец-то, спустя 36 часов схваток и 42 часа от отхождения вод, потому что отошли воды и схватки начались не сразу, я наконец-то приступила, все, мне уже посмотрели, было полное раскрытие, к рождению ребенка. Самому процессу это происходило у меня легко, без тяжелых каких-то травм. Мне сказали, что ну вот, хорошо, организм подготовился, хватило времени подготовиться, и поэтому роды идут мягко. Действительно, когда схватки очень длительные, сами потуги тогда могут проходить ну, совершенно без проблем чаще всего. В этом, наверное, единственный плюс длительных схваток. И, в общем-то, не было у меня разрывов, не было эпизиотомии, были только небольшие трещины, меня зашили. Конечно, я чувствовала, как меня шили, но мне уже было, по-моему, все равно. После такого количества схваток и мучений, шьют меня там, не шьют. И все. Мне сделали укол в ногу, затем приехал человек, который забирал пуповинную кровь, потому что мы делали такую услугу. Можете почитать, что такое забор пуповинной крови. Рядом со мной был муж, он меня очень сильно поддерживал. Кровотечения не случилось. Через 30 минут после того, как я родила, я пошла уже в душ. Не было никаких ограничений. Сказали полчасика полежать и можно ходить. Я ходила, я двигалась. Потом мне принесли в палату чай с тостами, с джемом, это такая традиция в Шотландии. Рожала я бесплатно, здесь вообще нет, оказывается, частных клиник, где ты можешь рожать платно, все клиники государственные, я об этом тоже узнавала. Конечно же, я хотела как-то, ну, роды — это такой процесс, где надо действительно максимально выложиться. Я считала, что, конечно, надо там платно, вот эти все понятия, что надо только за деньги, по-другому может быть плохо. Нет, все было отлично, все было бесплатно. Кровотечения не случилось, восстанавливалась я быстро, пила парацетамол, потому что потом еще очень, конечно же, больная, у меня потерялся навык прямохождения, я как-то ходила вот так вот сутулая от боли, которая была ниже пояса. Но вот этот укол, я считаю, меня спас действительно от кровотечения, поэтому я всем советую, если у вас такой же обильный цикл, однозначно не ждите, что в родах не может случиться кровотечение. Может, как раз у людей, у кого такие вот месячные проблемные, как у меня, допустим, тем более было вливание уже крови из-за таких месячных, первый раз, когда они пошли в 12 лет, надо перестраховаться. И этот укол, я думаю, это ваше абсолютное спасение. Спрашивайте про него. По-моему, ну, мне сказали, что там, скорее всего, был окситоцин. Я не знаю, что там было, но его делают именно в бедро, и он именно предотвращает кровотечение. Вот такой мой опыт в родах. В принципе, все прошло нормально, но они были очень длительные, очень болезненные, даже не очень болезненные. Могу сказать точно, что такой боли, я думала, не существует. Это боль, которую не сравнить ни с чем. У меня вообще по жизни и зуб бывало сильно болел, и живот, и голова, но родовая боль — это самая адская, я думаю, ужасная боль в мире. Не зря ее сравнивают с переломом всех костей одновременно или с сжиганием заживо, ну потому что это нереальная боль, и я до сих пор не понимаю, почему просто всем не колят обезбол, и все, если, конечно, как у меня, нет аллергии, зачем эту боль терпеть, зачем мучиться, я не знаю. Мне кажется, что надо пользоваться обезболивающим и даже не пытаться это все проживать. Это нереально. Я более чем уверена, что раньше вообще от этой боли реально умирали люди, хотя сейчас говорят, от родовой боли невозможно умереть. Я на самом деле так не думаю. Та боль, которая там, я думаю, не то, что умереть, ну, может быть, не умрешь, но можно и посидеть, сойти с ума или еще что-нибудь, потому что уровень боли нереальный. И я думала, так только у меня, но нет, я общаюсь со своими подругами, и они рассказывают то же самое, как в родах они пытались выпрыгнуть в окно от того, что больше не могут мучиться, или просто говорили: прирежьте нас, убейте нас. Ну, в принципе, логично, боль там такая, что да, ты реально можешь сказать: лучше меня убейте, но я мучиться больше не могу. Вот такие дела. Всем спасибо за внимание. И если у вас такая же проблема с менструальным циклом, как у меня, имейте в виду, рожать не опасно, но этот процесс надо хорошо спланировать, продумать
обсудить с врачом. И, конечно же, я советую сделать вот этот укол, который делала я, потому что риск кровотечений очень высок не только у людей, у которых склонность к этим кровотечениям, но, в принципе, у любой женщины. Роды может быть и естественный процесс, но очень опасный. И в родах реально можно умереть, кто бы что сейчас не говорил, что это безопасно, это природно, это естественно, рожают по 20 детей. До сих пор женщины умирают в родах. И это очень печально. Всем спасибо за внимание, всем пока!